Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 23 февраля, сегодня у нас с вами пятница, и вы знаете, по лунному календарю сегодня прибыльный день. Хотя во многих странах сегодня и выходной, ввиду того, что сегодня празднуется икона Божией Матери, День защитника Отечества. Но все же обращаем ваше внимание, что попытайтесь сегодня в этот день провести одну денежную практику для того, чтобы открыться достатку, изобилию и благополучию. Обращаем ваше внимание, что сегодня последний день растущей луны, потому что уже 24 числа у нас с вами, друзья, будет полнолуние. Ну, о полнолунии мы с вами поговорим в другом видео, но сегодня очень важная информация, поэтому сегодня обязательно уделите внимание не только этому видео, но и практике. Положите это в карман и обязательно носите на протяжении этого дня. Если вы смотрите видео 23 февраля уже вечером по каким-то причинам, в любом случае проведите эту практику для того, чтобы настроиться с энергиями Вселенной, а они идут достаточно сильным потоком, да еще, друзья, и в огненном знаке зодиака Лев. Итак, давайте посмотрим, что же сегодня нас с вами ожидает по лунному календарю. Итак, друзья, сегодня у нас по лунному календарю 14 и 15 лунные сутки, растущая луна в знаке зодиака Лев. И сегодняшний день он насыщен такой вот, знаете, достаточно сильной созидательной энергией. Сегодняшний день имеет определенные возможности, поэтому этот день может принести вам высокий уровень эмоционального, духовного развития, внутреннего роста, динамичного развития. Не думайте о том, что если сегодня выходной и что сегодня ничего не стоит делать. Каждый день по чуть-чуть работая, проводя определенные практики, вы увидите со временем, как в вашей жизни начинает постепенно все меняться. И очень здорово, что у нас с вами, друзья, последний день растущей луны в знаке зодиака Лев. Почему? Потому что Лев — это у нас с вами огненный знак, да, ко всему еще он дает нам силу, он дает нам уверенность, поэтому многие люди под влиянием еще растущей луны могут испытывать сегодня усиленное, вот именно усиленное чувство уверенности, а это позволит вам принимать определенные решения и действовать с большой решимостью. Кроме того, обращаем ваше внимание, что Луна в знаке зодиака Лев способствует активации творческого потенциала, потому что поэтому сегодняшний день благоприятен для любых творческих начинаний, для того, чтобы выражать себя, показывать себя, рассказывать о себе, пробовать что-то в своей жизни. Не бойтесь, даже если вам и кажется, что на данном этапе у вас не хватает опыта, знаний, навыков, знаете о том, что когда вы начнете двигаться к своей цели, к своей задаче, шаг делая шаг за шагом, вы поймете и увидите, что вам нужно и как вам нужно делать. Кроме того, Лев — это у нас с вами знак лидера, знак власти. И многие люди сегодня могут чувствовать себя более амбициозными, более решительными для достижения своих целей. Кроме того, проявляйте сегодня свои лидерские качества и берите на себя ответственность за свои действия. Кроме того, Луна в знаке зодиака Лев будет способствовать сегодня появлению каких-то спонтанных и, возможно, где-то непонятных реакций. Также сегодня люди могут быть более экспрессивными, эмоциональными, а это будет, возможно, приводить к каким-то ярким и динамичным событиям. Конечно же, ввиду того, что у нас сегодня такой вот насыщенный день, и сегодня могут нас с вами ожидать опасности. Какие? А дело в том, что ввиду того, что мы находимся с вами в последней фазе растущей луны, мы находимся с вами в огненном знаке зодиака Лев, это все влияет, поэтому сегодня у людей возможна склонность к эгоцентризму, к агрессивному поведению, поэтому вы должны быть сегодня все-таки быть осторожными, чтобы не допускать конфликтов из-за своего вот какого-то чувства, эмоций или, возможно, недовольства. Кроме того, не принимайте сегодня никаких импульсивных решений. Обязательно обдумывайте, потому что будут последствия, и те последствия, которые вот вы примете вот под принятием вот этого быстротечности, к сожалению, может привести к каким-то нерадостным моментам и событиям. Поэтому сохраняйте
сегодня спокойствие, размышляйте о своих очень важных действиях. Кроме того, сегодня возможно чрезмерное преувеличение своих возможностей и способностей. Все это будет происходить под влиянием знака зодиака Льва и энергии этого дня. Как вы знаете, сегодня ввиду того, что огненный знак будет влиять на нас, то мы можем слишком быть сегодня самоуверенными, а это может привести нас к ошибкам и каким-то разочарованиям. Поэтому нужно быть сегодня бдительными, сегодня нужно быть осторожными, чтобы избежать любых негативных последствий и возможных опасностей этого дня. Поэтому старайтесь сегодня разумно использовать энергию Льва в растущей Луне для того, чтобы сделать этот день продуктивным и благоприятным как для личного, так и для профессионального развития. Теперь давайте посмотрим, что же нам дает лунный календарь здоровья на 23 февраля. Итак, друзья, сегодня достаточно интересный день. Почему? Потому что растущая Луна в знаке зодиака Лев привносит в этот день энергию, страсть и внутреннюю силу. Поэтому сегодня хорошо заниматься физическими упражнениями, заниматься спортом, активными видами отдыха. Энергия от Луны и в совокупности со знаком зодиака Лев вдохновляет людей на поиск новых вызовов, достижений. Поэтому этот день отлично подходит для начала занятий новым видом спорта или, например, для того, чтобы заняться какими-то тренировками. Кроме того, знак зодиака Лев символизирует уверенность, самоутверждение и выражение своей индивидуальности. Поэтому люди могут чувствовать сегодня себя более уверенно и амбициозно. Однако необходимо быть внимательным к тенденции, к эгоцентризму и агрессии, потому что это может все возникнуть под влиянием этого аспекта. Ну а для поддержания эмоционального равновесия рекомендуем уделять время сегодня медитациям, релаксациям. И не забывайте обязательно сегодня общаться с близкими, с родными людьми, потому что правильное общение, обсуждение каких-то вопросов, но, конечно же, помните, без эмоций. Научитесь чувствовать и верить своим близким и родным, даже если вам что-то не нравится или, возможно, вам в чем-то сложно. Кроме того, обязательно обратите сегодня внимание на свое питание и уход за телом. С учетом того, что у нас сегодня Луна в знаке зодиака Лев, поэтому сегодня стоит отдать предпочтение еде, которая богата белками, витаминами, которые способствуют укреплению мышц и повышению энергии. Также сегодня полезно уделить время для ухода за кожей, за волосами. Для этого воспользуйтесь натуральными средствами, которые увлажняют, питают кожу, придают ей здоровый сияющий вид. Конечно же, в магазинах сейчас очень много всевозможной косметики. Она есть дешевая, дорогая, средней цены и так далее. Но вы должны понимать и то, что натуральные средства никто не отменял, и они здорово помогают. Самое простое – это те же яйца, тот же уксус, желательно уксус яблочный, но его нужно разводить. В интернете есть много различных рецептов. Уделяйте внимание себе, друзья, девочки и мальчики. Не забывайте сейчас пить смузи, делать всевозможные фреши только своими руками, а не заказывать это в кафешках или в ресторанах. Кроме того, уделяйте внимание сегодня именно продуктам, именно овощам, фруктам, которые имеют цвет зелени. Это очень сейчас вот именно хорошо для нашего с вами организма. Теперь давайте уделим внимание лунному календарю денег и посмотрим, что же нас сегодня этот день нам дает. Итак, как мы уже сказали ранее, Луна в знаке зодиака Лев, а значит, это у нас с вами сила, уверенность и амбициозность во всех наших планах и наших тех целях и задачах, которые мы ставим на сегодня. Поэтому сегодня люди могут чувствовать себя более решительными, более целеустремленными в достижении тех или иных финансовых целей. Поэтому это время сегодня благоприятно для предпринимательских начинаний, для инвестирования в собственные проекты и поиска, конечно же, новых
новых источников дохода. Обращаем ваше внимание, если вы заинтересованы в том, чтобы в вашей жизни все происходило прекрасно и чудесно, нужно думать о том, постоянно задавать себе вопрос, чем вам заниматься, чтобы привлечь деньги или дополнительный заработок. Конечно, не всегда это очень легко, но к этому вы всегда можете прийти. Кроме того, энергия знака зодиака Льва поможет людям проявить большую творческую активность в области финансов. Поэтому сегодня обратите внимание на какие-то нестандартные идеи для того, чтобы увеличить свой доход, или, возможно, вам нужно подумать, чтобы, например, если вы бизнесмен, у вас есть свой бизнес, возможно, открывать новые какие-то сферы, новые какие-то направления. Помните о том, что открытость к новым идеям и готовность рисковать помогут вам принести значительные финансовые выгоды в вашу жизнь. Кроме того, попробуйте сегодня научиться управлять своими деньгами. Не в плане того, что нужно управлять ними на бирже, в акции вкладывать, нет. А самое простое — понимать для себя, где у вас приход, сколько приходит денег и сколько у вас денег уходит. Возможно, вам нужно поразмыслить, проанализировать, какие деньги вы очень много тратите. Ну, например, бывает так, что люди не замечают, что они каждый день тратят на, то есть у них в статье расходов ненужные есть расходы. Ну, например, каждый день покупать себе там кофе с молоком или капучино или еще что-либо. А вы посчитайте, умножьте на 30 дней, и вы увидите, что это уже достаточно большая статья расходов. Или, возможно, вы много тратите денег на такси, хотя бывает так, что нужно пройти буквально 2 квартала в солнечный день, и вас тоже это уже напрягает. А попробуйте на этом сэкономить. Иногда это сложно, но вы должны понимать и то, что когда вы мозгу даете задание и ищете именно рациональное использование денег, в вашу жизнь приходят какие-то новые идеи, новые возможности. Помните, пожалуйста, об этом. Теперь посмотрим, что нам говорит карта Таро на этот день, друзья, 23 февраля. Итак, выпала карта, которая называется Король мечей. Итак, эта карта нам символизирует четкость мысли, решительность и наше логическое мышление. Также эта карта призывает нам тому, чтобы мы с вами использовали наши умственные способности для решения проблем и для того, чтобы мы могли достигать те или иные цели. Кроме того, некоторые люди смогут обнаружить, что их мышление становится особенно ясным, остроумным. Это помогает им преодолевать препятствия и находить выход из сложных ситуаций. Кроме того, эта карта говорит нам о том, что у людей сегодня проявляется ясность мысли и способность видеть ситуацию объективно. Поэтому люди сегодня могут легко разбираться в деталях, легко могут анализировать ту или иную информацию, и помогает это принимать взвешенные решения. Кроме того, энергия этой карты наполняет нас уверенностью в своих силах и в своих способностях. Мы можем чувствовать себя готовыми к действию и не бояться принимать риски в достижении своих целей. Кроме того, сегодня очень важно контролировать свои эмоции, поэтому будьте только сегодня на позитиве. Если вам сегодня сложно, какие-то моменты, нюансы, узнали о каких-то ошибках, которые были совершены и так далее, старайтесь принимать все только в позитивном русле, потому что как только вы подключаетесь к негативу, этот негатив начинает на вас достаточно сильно влиять. Помните, пожалуйста, об этом. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 23 февраля. И вы знаете, в этот день Архангел говорит нам о том, что мы должны быть уверены в себе, мы должны быть мужественны, и мы должны стремиться достигать тех целей, которые мы ставим перед собой. Даже если появляются какие-то страхи, сомнения, ни в коем случае не разрешайте вот этим негативным эмоциям, этим негативным качествам влиять на вас, на вашу жизнь. Кроме того, если вы чувствуете, что вы не знаете, как поступить, вы всегда в любой момент можете обратиться к высшим силам и проговорить свои проблемы, проговорить свои нюансы. Не бойтесь попросить помощи. Это можно сделать и через молитву, можно сделать своими словами. Главная ваша задача — верить в то, что вы действительно можете реализовать те или иные цели или те или иные задачи. Помните о том, что каждый человек — это творец и создатель себя и своей
жизни. Помните об этом. И, друзья, как мы сказали, сегодня особенный день, сегодня достаточно благополучный день, поэтому сегодня проведите следующую практику. Для этой проведения практики вам понадобится монетка. Любая монетка, которая у вас есть в доме, в кошельке, главное, чтобы она была желтого цвета. Что мы делаем? Вы берете эту монетку в правую руку и говорите на эту монетку следующие слова. Я центр притяжения денег, богатства и успеха. После этого берете эту монетку и кладете в карман и носите целый день. Время от времени нужно эту монетку доставать и опять проговаривать: я центр притяжения денег, богатства и успеха. На следующий день, 24 февраля, вы эту монетку можете достать из кармана и, например, положить на то место, где у вас хранятся деньги. Эта монетка будет привлекать вам еще больше денег. Если у вас нет карманов, то в таком случае вы можете носить ее с собой в сумочке, но все равно нужно доставать время от времени, чтобы вы соприкасались своими ладонями с этой монеткой. Это очень важно. Друзья, прямо сейчас в комментариях напишите: я центр притяжения денег, богатства и успеха. Давайте вместе с вами активируем эти мощные потоки, и Вселенная обязательно нам это все приумножит в том виде, который для нас важно и нужно в тот момент или в ту секунду. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это уже следующее рекомендованное видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.